Майнкрафт. Это слово у многих ассоциируется с кубиками. Да, просто с кубиками. Многие не воспринимают ее всерьез. Родители некоторых детей запрещают в нее играть, считая это дегенеративным времени-сжигателем, который дети хавают как фастфуд. Вроде вкусно, но не полезно. А такое отношение к игре именно из-за воктельной, то есть кубической графики. Такие родители судят книгу по обложке, не вдумываются в суть Майнкрафта. Но я смело могу назвать эту игру музеем цифровых искусств. Да, в Майнкрафте нет круглых объектов, но это не мешает игрокам создавать такие шедевры, от которых сам да Винчи нервно курит в сторонке. А о чем я вообще говорю? В этой игре можно сделать собственный компьютер. И зря некоторые постройки продаются как NFT за реальные деньги. Так, команда майнкрафтеров построила компьютер с Майнкрафтом внутри Майнкрафта. Со своей видюхой, и он реально работает. Ютубер Armadillo28 построил даже криптоферму, которая вырабатывает реально крипту, но только 56 копеек в месяц. Но это все равно для такой простой игры, как Майнкрафт, это просто что-то сверхъестественное. Так, чтобы вытворять такие невероятные проекты, необходимы глубокие знания в компьютерной индустрии и кода. Архитектура тоже не отстает, ведь Майнкрафт рассчитан по большей части именно на это. Проект Build the Earth. Ее основал ютубер Пипин FTS в марте 2022 года. Проект посвящен воссозданию Земли в соотношении 1 к 1. Но его команда столкнулась с трудностями. Например, ограничение игрового движка. Он позволяет создавать миры высотой только 256 блоков. Чтобы воссоздать большую планету, приходилось использовать моды, которые дают возможность создавать миры почти любого размера. Были проблемы с точным восприятием некоторых мест. Например, при воссоздании Земли в масштабе 1 к 1 с помощью модов Terra 1.to1 и Cubic Chunks, не все игровые копии места соответствуют реальным. Так, пирамиды в Египте программы посчитали как часть ландшафта. Были сложности с воспроизведением некоторых континентов. Так, игрок Фанта Инне МН не стал воссоздавать Антарктиду из-за проблемы с точным воспроизведением ее вытянутого вида. Была необходимость раскрашивать физические контурные карты. При этом, если бы контуры границ и рельеф были отмечены, то пришлось бы дополнительно работать над точностью отрисовки. Но это все же заставляет нам казаться все те самые невероятные проекты, что когда-либо мы строили песчинкой по сравнению с идеей этой команды. Вас это не удивило? А как насчет того, что мы никогда не видели и никогда не воспримем? Я говорю о 4D измерении. То, что никто не изображал и не делал в Майнкрафте в принципе. Он использовал имитацию в 3D, аналогично тому, как шар можно будет изобразить 3D на листке. Для такого проекта он приглашал специалистов и экспертов квантовой физики. Квантовой физики, блин. Они написали математический алгоритм, описывающий форму движения тессеракта. Самое известное и простое изображение четвертого измерения. Определили, как каждая вершина и грань гиперкуба будут преобразовываться при вращении в 4D и проецироваться в 3D. Так, можно сказать, что они создали цифровую 4D модель, которую затем перевели на язык координат блоков в Майнкрафт. Также он использовал плагин World Edit, ведь с базовым Майнкрафтом такое построить невозможно, и написал математические скрипты к нему. Эти скрипты автоматически рассчитывали позицию каждого блока в каждый момент времени анимации. Запуск скриптов позволил напечатать сложнейшую структуру в мире игры. Для анимации вращения строилась не одна статичная модель, а последовательность кадров, как в мультфильме, где каждый следующий кадр — это новая фаза вращения гиперкуба. При монтаже видео эти кадры были сведены в плавную анимацию, которая и вызывает у зрителей ощущение, что они наблюдают за настоящим четырехмерным объектом. То есть, человек потратил несколько месяцев, нанимал ученых по квантовой физике, чтобы построить 4D измерения в такой простой песочнице, как Майнкрафт. Однако, было бы ошибкой считать, что Майнкрафт может похвастаться только архитектурой. Это еще и огромная платформа для мини-игр и приключений, созданных самими игроками. Вот лишь несколько примеров карт, которые меняют представление о геймплее. Ragecraft 3. The Heist. Это не просто уровень, а целый приключенческий мир головоломка с элементами выживания. Его масштаб поражает. Это связанный открытый мир с городами, подземельями и лесами. Мобы здесь не просто бродят, а координируют атаки и ломают блоки, превращая каждое столкновение в тактическую задачу. Сложнейшие головоломки, требующие нетривиального мышления, и эпический саундтрек, создающий неповторимую атмосферу. Это шедевр, который уважает интеллект игрока. Винкрафт — это полноценный MMORPG внутри Майнкрафт.
Здесь есть гигантский уникальный мир. Система классов: воин, маг, лучник, шаман. Прокачка с древами способностей, более 150 квестов, тысячи предметов экипировки и профессии. Это не карта для одиночной игры, а многопользовательский сервер, где тысячи игроков одновременно исследуют мир и объединяются в гильдии. По сути, это бесплатный MMORPG, поражающая глубиной проработки. Divine Journey 2. Это модпак для ветеранов, собранный в гигантское технологическое дерево. Игрок начинает с примитивных механизмов и через сотни часов доходит до создания космических кораблей и управления звездной энергией. Это жесткий вызов, где каждый этап требует полного понимания предыдущего, а для создания одного сложного предмета нужно автоматизировать добычу десятки других. Это удовлетворение от постройки гигантской, работающей как часы фабрики. Skygrid полностью ломает привычный геймплей выживания. Весь мир здесь — бесконечная трехмерная сетка из отдельных блоков, висящая в пустоте. Нет земли, а чтобы выжить, нужно прыгать по блокам над бездной, находя на одних деревья, на других сундуки с лутом, а на третьих спавнеры мобов. Это постоянная лотерея и оценка рисков, составляющая по-новому смотреть на каждый свой шаг. В итоге, я бы хотел сказать, что если создать что-то реально грандиозное, интересное, а не как любят делать школьники из ТикТока с овцой, то можно создать из игры про кубики нечто большее, чем просто даже игра. А на этом у меня все. Надеюсь, я вас заинтересовал тем, про что я сейчас и рассказал. Сценарий получился гигантский, время потратил много, так что поставьте лайк и подпишитесь, пожалуйста. Всем удачи и всем пока.